Стежкой малою заплутала я, ночи не превозмочь. Запоздалою искрой палу я, сердце бежало прочь. Но сегодня я разведу огня в ясную даль летя. Помани меня за тропою дня, что привела тебя. Странника песня рыдает пьяна горькой полынью дорог. Чужедальнее эхо знакомого сна, что нас друг для друга сберег. Озаренный теми снами, край заветный явью станет, путь расстелет перед нами на хвосте шальных ветров. Через стужу сумеречья, из пожара небес вечных, мимо дрожи ночи вечной, за последних покров. Что случилось? Воздух едва заметно дрожит. Над нами рыночная площадь. Может быть, поэтому? Нет, тихо. Вода. Что-то упало в воду. С какой стороны? Впереди. Нам надо вернуться. Тут только один путь. До этого места один. Мы как раз должны были свернуть. Даже я не уверена, что смогу здесь не заблудиться. Что? Погоня приближается. Они спустили собак. Собак? Голубые вы щеночки. Лоренс, зажми-ка лучше уши. Что это может быть? Вот бы мне сейчас яблок. Выберемся, куплю сколько захочешь. Как? Они нас выследили. Вряд ли выследили. Скорее всего, прочесывали тоннели. Если бы они знали, нас просто взяли бы в клещи. Эй, вы! Дом Мелоне вас продал! Вам некуда бежать! Может ли быть такое? Слишком высока была бы цена. Сдать тебя значит поставить под угрозу само существование дома Мелоне в этом городе. Ого, дорого же нас продали. Да, они просто блефуют. Ничего больше. Свернем за этот угол. Эй, они здесь! Где? Нашли! Куда теперь? Сюда! Я знаю путь! Теперь налево! Стой! Ты прости, мы очень спешим. Лоренс! Господи, прости мне мое прегрешение. Прощение без покаяния, лишь звук пустой.
Наконец-то. Я звала, но ты не просыпался. Все хорошо. Я просто задремал. Соберись! Уже совсем скоро! Что скоро? Ты что? Ты не слышал? Я чую свет. Выход на поверхность совсем рядом. Да, точно, да. Что? Ты вообще, что ли, ничего не помнишь? Ну как так? Да нет, все нормально. Еще немного. Сейчас мы свернем налево, и там как раз будет выход. Вот! Нет. Колодец. Прости. Я не подумала, что может быть так. Они здесь! Колодцы вон туда. Вон где свет. Назад. Надо. Лоуренс, не Я глупи! все еще могу постоять за нас. Ты врешь! Я и без ушей вижу, что врешь! Прекрати это! Я так часто удивлялась совпадению всех примет. Приятно знать, что я не ошиблась. Лоуренс. За домом медиа стоит граф Эрендот, крупный торговец зерном. Он может настоять на расчетах определенной монетой, любой, какой захочет. Отмена налога на зерно была бы величайшим благом и для графа, и для дома медиа, не говоря уже о крестьянах из Пас-Роя. Ты знаешь всех скупщиков пшеницы. Староста продает весь урожай через тебя. И большинство сделок начинают совершаться сразу после праздника урожая. Лучше отложить болтовню на потом. Сейчас нет времени. Что с тобой случилось? В тот раз в деревне мы поговорить так и не успели. Зато потом ты повстречал хорошего собеседника. Выдай ее нам. Мы передадим ее церкви и навсегда покончим с темным прошлым. Мы будем жить будущим. Дом Милоны, уклевавший преступницу, будет изгнан церковью. У нас появится шанс отменить налог на зерно. Пшеница даст столько прибыли, сколько и присниться не могло. Не только тем, кто ее выращивает, но и тем, кто продает. Лоуренс, мы не забыли, как ты помогал нашей деревне. Пока мы страдали под гнетом налогов, ты соглашался на справедливую цену. Мы готовы предложить тебе и лучшие условия, и все что угодно. Ну, Лоуренс, встань на мою сторону. Ты ведь хочешь открыть магазин в этом городе? Торговец обязан видеть, где лежит его выгода. Все так. Ты очень хорошо понимаешь, к чему я стремлюсь. Лоуренс. Только настоящий торговец должен уметь держать слово даже себе в убыток. Волей судьбы я повстречал странную волчицу, которая пожелала вернуться на север. И я заключил с ней контракт, что составлю компанию в дороге. Кем я буду, если нарушу контракт? Значит, наше знакомство было недолгим. Жизнь торговца – цепь расставаний. С мужчиной понятно. А женщину обязательно взять живой. Но кто первый? Хола! Дай нож! Хватит! Будет немного больно. Что? Прошу, потерпи.
Прекратить панику! Она обычная девка, одержима нечистым! Не смотри. Пожалуйста, не смотри. Почему же так всегда? Почему? Зачем Господь так несправедлив? Не надо! Холо! Постой! Постой! Холо! Ты хоть знаешь, сколько стоила уничтоженная тобой одежда? Мне без разницы, бог ты или кто. Плати! Верни мне деньги! Ты заработала всего 50 монет! Я копил на этот костюм долгие годы! Я тебя найду! Клянусь, я пойду за тобой даже в Северный лес! Холо! Я вижу, вы пришли в себя. О, Как ваше ранение? Не беспокоит? нормально. Спасибо. Я хочу принести извинения. Из-за нашей халатности вы подверглись такому риску. Что вы? Причина во мне и моей спутнице. К счастью, инцидент не вышел за пределы подземного тоннеля. Если бы огласки избежать не удалось, сожгли бы не только наш филиал, но и головную контору.
Вы видели ее? Да, мне все доложили. Она охраняла ваше тело и никому не давала приблизиться, пока не привели меня. А потом? А где она сейчас? После того, как вас доставили сюда, она ушла, ничего не сказав. Понятно. А как обстоят дела с переговорами? Мы без труда получили привилегии, которых столь настойчиво добивался Дом Медиум. Очень рад это слышать. Мы собрали 307 112 монет. После планового обвала монеты король согласился выплатить нам эквивалент 350 тысяч сразу после того, как мы доставим ему монеты. 350 тысяч? Лоуренс, согласно договору, ваша доля составляет 5% общей прибыли. Вы все еще согласны с условиями? Да, конечно. Прошу подписать. О, здесь же... 120 серебряных монет. Это составляет ровно 5% от нашей прибыли. А что случилось с прибылью? Издержки на перевозку монет, плюс налог, плюс накладные расходы по контракту. Как могут накладные расходы составлять такую сумму? Это определяли советники короля. Вероятно, хотели как-то компенсировать ущерб от потери королевских привилегий. Для нас это тоже было неожиданностью, поверьте. Прискорбный исход, что ни говори. Что ж, жизнь торговца — это череда неожиданностей. К слову, А раз уж мы заговорили о неожиданностях, среди них есть и вполне приятное. это... Судя по всему, Дому Медиа были крайне нужны эти привилегии. Настолько, что они тоже скупали заведомо падающую монету. Это то же самое, что взять деньги под процент. Видимо, они очень рассчитывают на будущую прибыль от привилегий. Так что они предложили нам за привилегии больше, чем мы рассчитывали. Но 1000 монет! Что вы, такая мелочь? Предпочтете получить серебряные монеты или хотите сразу обменять на какой-нибудь подходящий товар? Пряности. У вас ведь есть пряности? Они легкие и занимают мало места. Да и дело к зиме. Люди будут есть мясо, и спрос на пряности вырастет. А вы со мной не согласны? Нет, прошу прощения. Вспомнилась одна недавно прочитанная пьеса. Что, пьеса? Да, из тех, что распространяет церковь, проповедуя умеренность среди торговцев. Однажды к богачу-купцу пришел дьявол и произнес такие слова: «Приведи ко мне самого аппетитного человека в округе, иначе сам станешь моим обедом». Богач испугался не на шутку и привел к дьяволу самых молодых служанок и упитанного мальчика-слугу, но тот остался недоволен. Бродя по городу в поисках аппетитных людей, богач нашел мальчишку, пахнущего молоком и медом. Он тут же привел его к дьяволу. Но мальчик вдруг заговорил с рогатым: «Самый аппетитный человек в мире стоит перед твоими глазами. Приглядись, ведь душа этого человека жирела день ото дня, пока хозяин каждый день приправлял ее с жадностью, словно перцем». Я просто представил, как растолстевший Лоуренс отправляется на сиденье к дьяволу. Мне, наверное, и правда надо поскорее приправиться. Так я и подумал. Буду рад и впредь поддерживать хорошие отношения с таким перспективным торговцем, как вы, Лоуренс. Что вы? Спасибо. Прошу прощения, мне пора идти по делам. Лоуренс, тут пришел счет на ваше имя, не желаете взглянуть? Что-то я не припомню такой сделки. Как
отсюда выйти во двор! Нужно пройти дальше по коридору, затем налево. Спасибо! Посторонись! Простите! Комплект одежды. Шелковый пояс. Дорожные ботинки. Черепаховый гребень. И еще. Целая гора яблок! С вас, госпожа, всего 140 серебром. Холо! Да, пропустите! Меньше всего мне хотелось бы, чтобы ты преследовал меня до северных лесов. Знаешь... Но долг-то я тебе верну, будь спокоен. Не сомневаюсь. Сколько же перца в этой волчице. С ведьмина древа яблок 7. По 7 семян посею, только съем. Весною куплетик проращу. Взлохмачу чуть-чуть, скачу, бренчу, кому хочу. Лазею в 2 яблочка дичка. Шарлотку солнца кушаю с бочка. За ромовой бабочкой кружу. И времени вторя, здоровая, прощай, скажу. Сладких звезд краса, о, в баночку бросай, чтоб по миру посвистать, о, миру насвистать. Скажешь, волку девочкой не стать, да, но в май-июне улизну, о, миру посвистать, с тобою насвистать. Дальше. Волчица и хвост удачи.